Ну что, друзья, Новый год к нам мчится, и сейчас самое время, чтобы строить планы и понять, а на каких сферах жизни будет сделан главный акцент в наступающем году и какие сюрпризы вас ожидают. И в этом видео мы с вами будем разбирать годовой прогноз для восходящих львов. Друзья, а это канал Астрогайд, твой проводник в мир астрологии простым и современным языком. Я его ведущая Александра Ващилко. Начинаем. И прежде чем мы приступим непосредственно к трактовкам самого прогноза, я хочу пояснить, что я ведический астролог, и положение планет, которое я рассматриваю в гороскопе, полностью соответствует положению планет на небе, если вы возьмете телескоп и посмотрите в него. Разбор у нас делается для восходящих знаков, потому что именно так астрологи устанавливают факт того либо иного события в вашей жизни. То есть мы смотрим прогноз не для солнечных знаков, не для лунных знаков, а смотрим прогноз именно для восходящих знаков, если вы, конечно же, хотите получить максимально правдоподобный прогноз, чтобы он сбывался. И на канале у меня есть видеоинструкция о том, как построить свой гороскоп именно в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак или асцендент, как мы его называем другими словами. Ссылка на это видео будет размещена в описании под этим видео. Поэтому, пожалуйста, не поленитесь и постройте свои гороскопы. И есть еще один важный момент. Прогноз на год в этом видео я делаю по технике транзитов планет. То есть планеты на небе у нас с вами постоянно двигаются, перемещаются в новые знаки зодиака, в новые сектора, соответственно, вашего гороскопа. И на основании этого движения мы с вами можем сделать определенные выводы и установить факт определенных событий в вашей жизни. План видео у нас с вами следующий. Сначала мы рассмотрим транзиты наших самых больших и самых влиятельных планет. Это Сатурна, Юпитера, Раху и Кету, потому что именно они закладывают самый мощный событийный ряд в нашей жизни. И вот все они как раз-таки в 2025 году уже перемещаются в другие сектора вашего гороскопа, в другие знаки зодиака и, соответственно, меняют картинку вашей жизни. Также в этом видео мы с вами посмотрим, какие планеты и когда будут ретроградными, что же от них стоит ожидать и какие уроки они хотят нам преподать. И после мы с вами обсудим коридоры затмений, то есть это такие периоды, когда надо быть максимально аккуратными в своей жизни. И напоследок также сделаем обзор с датами по ключевым сферам жизни, которые запрашиваемые на консультациях. Это карьера, финансы, личная жизнь и здоровье. И посмотрим такие более мелкие промежутки времени, когда стоит и соломки подстелить, и держать руку на пульсе, быть особенно аккуратными, а когда же стоит по максимуму напрячься, чтобы получить наиболее благоприятные и наилучшие результаты. Ну что, приступим к разбору и восходящие львы. У нас появляется отображение вашего гороскопа с положением как раз-таки вот этих медленных планет и их аспекты. И давайте сейчас по порядочку будем расшифровывать. Начнем мы с анализа Сатурна. На протяжении всего 2024 года и до 29 марта 2025 года Сатурн будет находиться у вас в 7-м доме гороскопа. Сатурн у нас символ порядка, ограничений, надежности. То есть он, как тот добрый, старый, мудрый дедушка, будет заставлять вас навести порядок и более качественно выстраивать работу именно в сфере личной жизни, партнерства и взаимоотношений. Сатурну все-таки важны качественные партнерские отношения, которые ориентированы именно на долгосрок. То есть никаких мимолетных и поверхностных знакомств и сотрудничества в этот период. В этот период вы начинаете более качественно выбирать, с кем, когда и как вам проводить время или сотрудничать. И с одной стороны, Сатурн, он даже может ограничивать количество ваших контактов. И, собственно, в 2024 году или еще в первом квартале 2025 года вы можете даже стать участником ситуаций, которые заставляют вас как-то попрощаться, расторгнуть сотрудничество, либо какие-то договоренности с другими людьми. И в целом Сатурн, он склоняет к тому, чтобы пересмотреть, опять же, свой действующий, текущий круг знакомых,
Возможно, кому-то из вас придется провести чистку, оставив только самых надежных, преданных друзей и знакомых, которым вы можете всецело доверять, на которых в любой ситуации, чуть что, вы можете положиться. То есть только тех людей, с которыми вы планируете еще долго шагать по жизни, или только тех, перед которыми у вас остались какие-то долгосрочные обязательства. Но расстраиваться, конечно же, не стоит, потому что святое место пусто не бывает. И вот с другой стороны, у вас все-таки есть шанс, чтобы найти новых и более качественных, ответственных партнеров. То есть это могут быть какие-то новые знакомства с более надежными людьми, с которыми действительно можно строить долгосрочные отношения. И это могут быть очень серьезные люди, либо которые старше вас по возрасту, либо которые более опытные, знающие, которые помогут вам выйти на новый для себя уровень. И, конечно же, еще одна тема в рамках партнерства — это у нас все-таки личная жизнь. То есть это время, когда поверхностные, какие-то сиюминутные отношения, какие-то мимолетные увлечения на самом деле уступают свое место более серьезным намерениям. И вы либо берете дополнительные обязательства по отношению к партнеру и выводите свои отношения на новый уровень с долгосрочной перспективой, либо как бы не надо, да, и происходит, собственно, расставание с партнером. Это хорошее время, чтобы для себя окончательно решить, какой же все-таки должна быть ваша вторая половинка и с кем вы готовы вступить в отношения, опять же, для создания семьи, какими должны быть ваши избранник или избранница. И если вы уже находитесь в отношениях, но чувствуете, что это на самом деле не ваш человек, то, конечно же, велика вероятность расставаний. И Сатурн поможет вам расставить все точки над «и», освободив это место для чего-то более стоящего, нужного в вашей жизни. А для тех, кто уже состоит в браке, тут тоже без ложки дегтя не обойдется, потому что Сатурн является управителем 6-го дома в вашем гороскопе. Это дом долгов, врагов, болезней. И действительно могут происходить такие ситуации, то есть от хронических заболеваний у партнера до вмешательства неких третьих лиц в ваши отношения. Могут присутствовать какие-то финансовые проблемы, либо измены, которые, по сути, как враг, тоже будут вторгаться в ваши отношения. А возможно, кто-то из ваших партнеров может взять долг, либо лезть в кредит, а кто-то из вас может просто принять решение пожить отдельно друг от друга какое-то время. То есть этот транзит, он по сути обещает выяснение отношений, какие-то конфликты, какие-то споры и, возможно, даже судебные тяжбы со своими партнерами. Либо может вскрыться какой-то обман, причем как в личной жизни, так и в профессиональной деятельности. И тут тоже надо будет все выяснить для того, чтобы в дальнейшем эти отношения либо переросли во что-то более качественное и долгосрочное, либо, собственно, как лишний мусор ушли из вашей жизни. Кроме того, Сатурн аспектирует у нас 9-й дом гороскопа и обращает внимание на темы, которые связаны с вашим отцом. И, например, кто-то даже может заключить какое-то партнерство со своим отцом, либо отец может подкинуть какие-то идеи для дальнейшей профессиональной реализации. Может быть, у отца будут какие-то проблемы в жизни или с работой, и вам тоже придется ему помогать. Ваш отец также может получить какой-то новый статус, либо новую должность, либо он может организовать какую-то компанию, либо влезть в долги. И также у него могут наблюдаться какие-то проблемы со здоровьем, или он может быть втянут в какие-то неприятные разборки, ситуации со штрафными санкциями и так далее. К тому же Сатурн аспектирует у вас 1-й дом гороскопа, и на самом деле вы сами можете занимать даже некую руководящую должность. Вы можете работать над экспертностью, над личным брендом, над своим позиционированием, когда, собственно, вы как руководитель уже берете больше ответственности на себя и, собственно, демонстрируете свою экспертность, свой профессионализм
в работе, выстраиваете работу. И, по сути, девиз этого времени — меньше слов и больше дела. И в это время вы можете жить по какому-то очень строгому распорядку дня, держать себя, скажем так, в ежовых рукавицах, следовать некому четкому плану, так как любая ошибка может стоить дорого. И в это время придется, конечно же, взять на себя дополнительные обязательства, но мы с вами помним, что именно тяжелые времена создают сильных людей. Поэтому не отчаивайтесь. И также Сатурн аспектирует 4-й дом гороскопа, который касается и семьи, и вашего места жительства. И, возможно, вы столкнетесь с вопросами, которые связаны с мамой, либо мама может как-то заболеть, либо она будет тоже вовлечена в какой-то конфликт, какую-то неприятную ситуацию. И, собственно, вы будете вовлечены в вопросы семьи, которые потребуют от вас помощи и содействия. И также могут подниматься вопросы, которые связаны с недвижимостью, с местом вашего жительства. Кто-то, например, займется поиском нового жилья, кто-то, наоборот, решится на покупку дома либо квартиры. Сатурн, как вариант, может отправить вас в какие-то длительные командировки, либо поездки за границу, то есть отрывая вас от привычного уклада жизни. И в этот период вы можете чувствовать какое-то легкое напряжение, необходимость держать руку постоянно на пульсе. Но именно через такой опыт, по сути, приходит зрелость и умение стратегически планировать свое будущее. А затем с 29 марта 2025 года по 2 июня 2027 года Сатурн будет находиться уже в 8-м доме вашего гороскопа. В таком положении он может переносить какие-то кризисные и абсолютно нежданно-негаданные ситуации в вашу жизнь. В какой-то степени будет происходить даже переоценка или переосмысление своей жизни. Возможно, опять же, за счет каких-то внешних обстоятельств, возможно, за счет ваших личных обстоятельств. Но однозначно придется подумать и над своей жизнью, и над ситуацией в мире, над ситуацией вокруг вас. Это, можно даже сказать, немножко кризисный период, который дает рост через трудности. В это время, как я уже сказала, может случиться что-то неожиданное, даже болезненное. Например, утрата близкого человека, либо какие-то иные сложные обстоятельства, которые могут выбивать почву из-под ваших ног. Это такие моменты трансформации. И как бы тяжело ни было, но все-таки надо научиться их переживать. Причем переживать с холодной, рассудительной головой. И в это время важно проявлять выдержку, терпение, умение достойно держать удар. То есть недаром говорят, через тернии к звездам. Но вначале все это действительно может ощущаться как нескончаемый стресс и какие-то сплошные вопросы. Почему же именно я, да? И в такие периоды особенно важно все-таки избегать каких-то необдуманных действий, рисков, каких-то даже махинаций. Не надо думать, что вы самый умный. Сатурн не терпит спонтанности. Он предпочитает дисциплину, планирование, послушание. И лучше сделать паузу и составить конкретный план действий, рассмотрев его прям с разных сторон, чем поспешить и таким образом еще больше ухудшить сложившуюся ситуацию. Любые рискованные действия, будь то какие-то финансовые вложения или физическая активность, где плещет адреналин, действительно могут в такой период времени приводить к неприятным последствиям, начиная от травм и заканчивая серьезными проблемами со здоровьем. Если же риск в вашей жизни неизбежен, постарайтесь подумать каждый шаг, составить некий такой детальный план из серии 7 раз отмерь и 1 раз отрежь. Иначе вы действительно рискуете столкнуться с нежелательным результатом, который, по сути, могли бы предотвратить. Поэтому в этот период с бухты-барахты никакие решения принимать все-таки не стоит. И кроме того, 8-й дом у нас связан с темами налогов, страхования, наследства. И также могут всплыть какие-то вопросы либо проблемы по этим темам. То есть, например, страховая выплата может оказаться меньше ожидаемой, либо она может поступить с задержкой. Аналогичные проблемы могут
возникать также и с получением наследства, либо с какими-то налоговыми обязательствами, либо у вас могут возникнуть проблемы с проверяющими органами, ну, опять же, там налоговые, э, по экономическим преступлениям, ну и в целом это могут быть любые проверяющие органы. То есть попытки уклониться от уплаты налогов, либо скрыть свои доходы в этот период особенно опасны. Потому что, ну, Сатурн, он будет строго следить за соблюдением правил и быстро наказывать за обход закона. И это может также касаться каких-то и дополнительных выигрышей. И лучше все-таки проявить честность и все задекларировать, чтобы вот избежать этих неприятностей в будущем. Кроме того, Сатурн, как управитель 7-го дома в 8-м, будет давать вам некие трудности и препятствия в построении личных отношений. Он может давать эти трудности в семейную жизнь, в деловые партнерства. И в отношениях могут присутствовать интриги, тайны. То есть новые отношения, новые знакомства тоже могут начинаться с каких-то тайн и манипуляций. У тех, кто уже состоит в отношениях, могут всплывать какие-то неприятные факты из личной жизни и вашего супруга. То есть, например, какая-то незаконная деятельность, измены и так далее, что тоже в свою очередь может привести к резкому расставанию и разрыву этих отношений. Расставание также может произойти абсолютно внезапно и в том числе по каким-то даже другим причинам. То есть, например, что партнер уедет куда-то резко на работу в другую страну, либо просто соберет чемодан, быстро куда-то уедет, либо он уедет в командировку, либо получит новую должность, либо он может даже никуда не уезжать, а просто с головой, скажем так, получит новую должность и с головой уйдет в новый проект. И вот как вариант такой транзит дает еще снижение сексуального влечения, проблемы в интимной сфере, отсутствие или потерю полового партнера. И аналогично все то же самое и в бизнес-партнерствах. То есть могут возникать какие-то недоразумения, размолвки, конфликты, в том числе по управлению совместными финансами. В этот период возможно ухудшение финансового состояния вашего партнера. Возможно даже потеря денег из-за мошенничества, подлога, неверно вложенных средств. Также возможен обман или предательство делового партнера, какое-то ограбление. Но в целом, если вы не будете выходить за рамки договоров и закона, тогда в вашем бизнесе никаких особых проблем не будет. Ну, разве что придется много и напряженно работать. Но так или иначе, все равно какие-то перемены в рабочих вопросах и в вашем статусе будут, потому что Сатурн, он все-таки аспектирует 10-й дом гороскопа, и у кого-то это проиграется, когда вследствие какой-то, например, проверки вскроются какие-то тайны на работе, да, кто-то, может, уйдет из совместного проекта, кого-то куда-то заберут, и он вот просто перестанет работать, ну, точнее, начнет работать по другому профилю. У кого-то это может проиграться и в более позитивном ключе, что, грубо говоря, с одним партнером вы разорвали отношения, с каким-то другим партнером вы объединились и вложились и решили двигаться дальше. То есть ситуаций на самом деле может быть много, но ваш профессиональный путь и статус все равно каким-то образом поменяются. Однако еще хочу обратить ваше внимание, что в ближайшие 2 года все-таки баснословных прибылей от Сатурна не ждите. То есть он даст только то, что вам положено. И далее в видео я все-таки озвучу периоды, когда деньги будут приходить, но Сатурн, он, скажем так, требует от вас подходить к управлению своими деньгами, своими ресурсами более расчетливо, со всей ответственностью. И разного рода инвестиции, конечно же, следует осуществлять только в какие-то проверенные проекты. И в целом рекомендуется иметь дело только с давними и хорошо зарекомендованными себя людьми и партнерами. Либо, если вы планируете в этот период брать в долг у кого-то или брать кредит в банке на развитие проекта, либо привлекать инвестиции в свой проект, тоже каждый шаг должен быть максимально четко просчитан, выверен до мелочей, вот прям по управлению этими деньгами. Иначе потом вы проблем не оберетесь.
Хотя кто-то из вас даже может получить доход от раздела имущества в случае развода, либо, как мы говорили, возможно, какие-то выплаты по наследству, либо алименты. Но здесь опять же важно помнить, что деньги, приходящие через восьмой дом, они всегда связаны с какими-то кризисными, нестандартными ситуациями. То есть, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Но в любом случае все свои ресурсы, как материальные, так и нематериальные, надо все-таки привести в порядок. То есть вы четко должны понимать, как и на что вы расходуете свою энергию, свои силы. И в идеале вам тоже рекомендуется завести какой-то ежедневник, либо Google календарь, в котором вы будете фиксировать вот прям все свои дела, вплоть до того, когда вы ходите в магазин. И если вы правильно распределите свои усилия, то, конечно же, и финансовое благополучие не заставит себя долго ждать. И вообще стоит отметить, что ваш привычный ритм жизни, он в какой-то степени склонен ломаться. И приходится решать сложные задачи, требующие полной отдачи как физических, так и психологических сил. И в это время вы можете даже оказаться вовлеченным в какие-то серьезные дела и ситуации, от которых вы просто будете не в силах отказаться. И, например, это может быть какая-то либо опасная работа, либо выполнение какого-то там секретного поручения, секретного задания, либо в вашей жизни могут происходить иные несчастные случаи, и, собственно, вы можете даже стать жертвой какого-то преступника, либо быть вовлеченным в какое-то преступление, сами того даже не желая. И вот, соответственно, могут наблюдаться проблемы как результат со здоровьем, то есть из-за нервных перегрузок могут появиться какие-то даже скрытые заболевания, на которые вы ранее никогда не обращали внимания. И вот весь этот стресс, он может привести к тому, что кто-то из вас может начать даже увлекаться астрологией, психологией, либо иными направлениями, которые вот лучше помогают понять и принять эти возникающие обстоятельства вашей жизни. И если вы не начнете погружаться, собственно, в эти тематики самостоятельно, то через кризисные ситуации, через какие-то вот эти жизненные испытания вы все равно к этому придете. А если вы уже профессионально занимаетесь астрологией, таро, либо другими эзотерическими направлениями, то в этот период вы можете почувствовать, скажем так, необходимость уйти глубже в исследование одной из каких-то узких тем, чтобы достичь прям своего мастерства и найти ответы, какие-то новые формулы на сложные вопросы. Хотя в целом можно сказать, что исследования будут касаться вот прям абсолютно разных тематик, не только эзотерических направлений. То есть это также, возможно, более углубленное изучение направлений касательно вашей профессиональной деятельности, когда вы с головой погружаетесь в какую-то тему и вот пытаетесь что-то понять, что-то принять. То есть главное помните, что терпение и труд все перетрут. И поначалу вам может казаться, что усилия не приносят плодов, да, что все идет как-то слишком медленно, но результаты, к которым вы придете по итогу, однозначно вас порадуют. Ведь тот, кто ищет, тот всегда найдет. И дополню еще, что Сатурн у вас аспектирует 5-й дом гороскопа, а это у нас дом детей, творчества, романтики, развлечений, обучения. И, возможно, кто-то из вас даже захочет поступить в университет или на какие-то другие обучающие программы. Кто-то, например, может в этот период завершить образовательную деятельность и, скажем так, начнет свой профессиональный путь, профессиональную деятельность, применяя уже вот эти полученные знания. В вашей жизни также могут присутствовать какие-то новые романтические знакомства, встречи, свидания. Но, пожалуйста, помните, что все это может быть тоже окутано либо какой-то тайной, либо по отношению к вам могут может присутствовать какая-то неискренность, вас могут использовать в собственных интересах. То есть у некоторых из вас даже не исключено рождение детей, и у кого-то это могут быть даже внебрачные дети. Кто-то может создавать свои проекты, которые либо окутаны тайной, и вот вся информация по ним держится в секрете, либо это могут быть проекты на эзотерическую тематику. Если у вас уже есть дети, то, конечно же, влияние Сатурна может проявиться через непростые ситуации,
которые с ними связаны. То есть это могут быть какие-то школьные конфликты, какие-то неожиданные происшествия, которые там включают травмы. И, собственно, обратите внимание на поведение своих детей, потому что они тоже могут скрывать какие-то очень важные вещи и какую-то информацию от вас. Чувствуешь усталость от жизни? Все валится из рук? Не знаешь, с чего начать, чтобы жизнь заиграла новыми красками? Приходи на интенсив, узнай секреты своего гороскопа в школу астрологии Орион, где ты получишь конкретный список действий для улучшения жизни по самым важным направлениям. Подробнее про интенсив читай по ссылке и начни жить лучшую версию своей жизни прямо сейчас. Далее давайте рассмотрим планету Юпитер, которая символизирует удачу, рост, расширение и процветание. И до 14 мая 2025 года Юпитер находится в 10-м доме вашего гороскопа. И с одной стороны, он открывает перед вами новые горизонты в сфере карьеры, достижений, общественного признания, и обещает вам смену статуса. Но, с другой стороны, без трудностей, конечно же, не обойдется. И этому процветанию, скажем так, вы придете через какие-то, опять же, неожиданные события, которые мы с вами уже обсуждали ранее в этом видео. В целом можно сказать, что для вас это время новых возможностей. И кто-то может запустить там, собственный проект, кто-то может с большим желанием, скажем так, масштабировать его. Вы можете предоставлять себя, результаты своей работы, свой проект широкой аудитории. Кто работает в офисе либо в какой-то организации, тоже может рассчитывать на увеличение своего влияния, на, скажем так, повышение и выход на руководящие позиции. Это период, когда можно взять на себя больше ответственности, что, естественно, должно повлечь за собой рост авторитета и расширение вашей профессиональной зоны влияния. И в целом для построения карьеры, запуска какого-то нового проекта, нового сотрудничества очень хороший период именно до апреля 2025 года, пока Сатурн еще не будет приносить вам вот тех сильных проблем, о которых мы говорили. И тут еще идет тенденция, что вас любят, вас уважают, ваш авторитет однозначно растет в глазах сотрудников, коллег, клиентов, партнеров. А вот уже с апреля 2025 года открывается коридор, чтобы вас, скажем так, немножко взяли в оборот, и могут происходить уже какие-то неприятные ситуации. И в виде взаимоотношений, в том числе со спецслужбами, какими-то проверками налоговых, других органов, когда в плане работы вот вы будете пребывать в полном стрессе. Либо у кого-то на работе может произойти иная неприятная ситуация, которая тоже изменит ваш статус. Не исключено, что намеренно активизируются, например, ваши враги, недоброжелатели, которые могут вам как-то напакостить, да, и в целом будут портить вашу репутацию, плести интриги вокруг вас, либо они могут втянуть вас в какую-то не совсем приятную авантюру, из которой вам нужно будет еще найти способ, чтобы выйти, скажем так, чистеньким из воды. Но у кого-то может быть вариант попроще, просто как увольнение, либо отстранение от должности. Юпитер также аспектирует еще 6-й дом вашего гороскопа, что тоже может спровоцировать некие судебные разбирательства, споры, конфликты, которые связаны с отстаиванием ваших интересов. Поэтому в этот период крайне важно все-таки проявлять максимальную осторожность, просчитывать свой каждый шаг, взвешивать каждое предложение и постоянно держать руку на пульсе. По отношению к финансам тоже вам стоит быть аккуратным, потому что именно до 14 мая у вас есть все шансы, с одной стороны, получить какие-то внушительные денежные поступления, и, возможно, они даже будут получены нелегально, но в целом тут у каждого будут свои варианты. У кого-то это может проиграться попроще, как повышение зарплат, финальный расчет при увольнении, либо деньги от продажи своей доли в компании. Кто-то может привлекать инвестиции в свой проект, но опять же риск высоких трат в этот период все равно присутствует. То есть сложно сказать, что эти деньги у вас каким-то образом задержатся, и, возможно, кому-то наоборот
там придется выкупать долю своего партнера, если вы решили как-то разойтись. Кого-то партнеры могут обмануть, кинуть на деньги, кому-то придется платить штрафы за, например, скрытые, незадекларированные доходы и так далее. То есть у каждого будет своя ситуация, но все равно будьте к ней морально готовы. И кроме того, Юпитер также аспектирует у нас 4-й дом гороскопа. То есть, как известно, эта сфера у нас связана с нашим домом, семьей, корнями, местом проживания. Кто-то отправится из вас в командировку, кто-то будет заниматься ремонтом и обустройством своего дома, кто-то будет подбирать новую недвижимость для временного проживания, кто-то может получить, например, недвижимость в наследство. Ну и, собственно, поэтому может быть у вас деньги и не задерживаются, потому что вы будете куда-то их тратить. И также 4-й дом — это у нас сфера матери, то есть могут происходить некие ситуации с ее здоровьем, которые, как-то косвенно даже могут коснуться и вас. А затем с 14 мая по 18 октября 2025 года и с 5 декабря по 1 июня 2026 года Юпитер будет находиться в вашем 11 доме гороскопа. И 11 дом гороскопа — это, конечно же, новые знакомства, новые связи и расширение круга единомышленников. Но тут тоже стоит быть аккуратными, потому что тот успех, к которому вы будете стремиться и, возможно, которого вы все-таки добьетесь, может собирать вокруг себя абсолютно разных людей. И завистников, и желающих просто погреться в лучах вашей славы. И в том числе могут быть и хорошие люди, с которыми вам действительно по пути. И мы с вами по Сатурну как бы обсуждали: фильтруйте круг своих знакомых, потому что не все искренне могут к вам относиться, и кто-то действительно захочет взять вас оборот просто из каких-то своих корыстных целей. Это касается и работы, и личной жизни. И если вы планируете создать что-то глобальное, что-то значимое, например, команду, проект, рекламную кампанию, сотрудничество, и так далее, обязательно делайте упор только на проверенных и знакомых людей. И вообще, если по-честному, рассчитывайте в целом только на себя. Потому что может быть такая ситуация, что, например, вы плохо ориентируетесь в какой-то теме, в какой-то ситуации, и вы опираетесь не на тех, на кого следовало бы. То есть тем самым отвергая настоящих друзей и тех, кто искренне хочет вам как-то помочь и улучшить вашу ситуацию. Может быть, потому что ваш, скажем так, мнимый успех вам тоже вскружит голову. Поэтому не исключено, что вас могут как-то подвести, предать, отказать, например, в помощи в самый нужный для вас момент. Либо может быть иная ситуация, когда вы, как тот хитрый жук, можете начать использовать своих друзей в своих интересах, подписывать их на какие-то тоже авантюры, либо наоборот, из-за своих друзей вы можете попасть в какую-то неприятную ситуацию, которая повлечет за собой материальные и моральные потери. И вы также можете начать сотрудничать с какими-то крупными компаниями, с какими-то масштабными общественными организациями. Либо вам, например, предложат возглавить, скажем так, такое общество, такую команду. Или, например, вы собственник бизнеса, и вас какая-нибудь влиятельная организация может взять под свое крыло, и вы вступите в какое-то объединение. Либо вы также можете познакомиться с какими-то статусными и влиятельными людьми, скажем так, с представителями власти, либо это могут быть представители иных государственных структур, которые тоже окажутся полезными для реализации каких-то ваших идей, либо проектов, но, естественно, они что-то потребуют от вас взамен. И в вашем случае помощь, она не будет бескорыстной. Но в целом это хороший период, чтобы больше как-то проявляться, знакомиться, формировать команду, круг последователей. Вы можете даже занять некую руководящую должность, либо создать собственный бизнес, собственный проект. То есть так или иначе, все равно есть у вас возможности, чтобы объединять усилия и работать в команде на какой-то результат. К тому же Юпитер у вас аспектирует и 3-й дом гороскопа,
что делает особенно удачным этот период и для самопрезентации, для развития своих каких-то навыков коммуникации, для налаживания связей. И если вы давно хотели, скажем так, масштабировать свое влияние, масштабировать там свое хобби, проект, вести социальные сети, например, писать статьи, записывать какие-то подкасты или публиковаться в СМИ, на телевидении, на каких-то других медиаплощадках, как говорится, welcome. То есть это прекрасное время для того, чтобы как-то заявить о себе как об эксперте, публиковаться в СМИ, вести блог, участвовать в каких-то проектах и так далее. И также это хороший период, чтобы заключать разного рода выгодные сделки, находить новых клиентов, с которыми можно быстро договориться, начать работать. У кого-то также появится возможность организовать обучающие семинары, мастер-классы, либо иные мероприятия, где вы будете делиться своими знаниями, наблюдениями, своим опытом и так далее. И, собственно, не упускайте этот шанс, чтобы выступить где-то на конференции, либо в каких-то профессиональных кругах, на профессиональных форумах, тренингах. То есть Юпитер в 11 доме, он тоже будет склонять вас к тому, чтобы действовать вот так вот масштабно. И, как известно, Юпитер у нас отвечает в том числе за финансовое благополучие. Кто-то получит, опять же, долгожданную прибавку к зарплате, кто-то будет получать ежеквартально премии или получит какие-то даже неожиданные бонусы за свои профессиональные заслуги. Кто-то найдет новые источники дохода, но может быть и другая сторона медали. Как мы и говорили, кто-то вас мог обмануть, либо мог взять денег в долг, или, например, у кого-то работодатель мог не выплачивать там долгое время деньги, задерживать зарплату, либо были, например, иные другие какие-то финансовые проблемы и задержки в поступлениях, и Юпитер как бы обещает, что эта ситуация разрешится, и вам действительно могут вернуть деньги, либо, если вдруг вот эти неприятные финансовые ситуации начнут происходить в вашей жизни, то для вас это как бы звоночек, что, опять же, надо как можно быстрее расставить все точки над «и» переключиться на поиски новых источников заработка, идти в новый масштаб и вообще поменять вектор, возможно, своей деятельности, а не сидеть и в позиции жертвы и ждать, когда же все порешают за вас. То есть это тот самый случай, когда спасение утопающих — это дело рук самих утопающих. И также Юпитер аспектирует 5-й дом гороскопа и, собственно, еще раз нам подтверждает, что вы будете проходить какое-то обучение, чтобы приобрести новые навыки, которые можете в дальнейшем монетизировать. Вы можете поступать в вуз, либо посещать какие-то иные тренинги, мероприятия, конференции. Причем это могут быть и культурные, и спортивные мероприятия, которые связаны с развлечением и общением. То есть у вас будет такая возможность, чтобы выйти в свет и насладиться жизнью. Самое главное, как мы уже говорили, Юпитер, конечно же, открывает для вас возможности для продолжения рода. Для кого-то этот период станет временем ожидания малыша, для других это может стать появлением внуков, у кого-то могут появиться внебрачные дети. Либо, если беременность произойдет, то не все может быть так гладко и легко в процессе вынашивания, и периодически вы можете обращаться к помощи врачей. Если же тема детей для вас не актуальна, это влияние можно рассматривать через призму создания своего личного проекта, создания своего вот как раз-таки детища. Возможно, это будет создание какого-то творческого проекта, либо старт бизнеса, в который вы будете, прям погружены с головой и будете уделять максимум своего внимания и стараться вывести этот проект в масштаб, на большую аудиторию. И Юпитер также аспектирует 7-й дом гороскопа, опять же, придавая особую значимость в сфере отношений. И в этот период вас ожидают новые знакомства, причем это могут быть даже знакомства с иностранцами, но сразу не очаровывайтесь и опять же фильтруйте свои контакты, то есть их может быть очень много, и у некоторых из вас отношения могут пройти через полосу испытаний, и вопросы взаимопонимания могут всплыть особенно остро
В худшем случае, возможно, какие-то серьезные перемены, так как вот временная разлука и там из-за отъезда партнера в командировку, либо в другую страну для проживания, либо у кого-то это может быть как развод. А, То есть у каждого из львов будет своя ситуация. И давайте рассмотрим еще небольшой кусочек 2025 года, когда Юпитер с 18 октября по 5 декабря будет находиться в 12 доме вашего гороскопа. В первую очередь это тема духовного уединения, когда надо немножко отстраниться от повседневной суеты, от каких-то бытовых забот, окунуться внутрь себя, погрузиться в размышления и с такой вот философской, психологической ноткой подумать, кто вы, что вы и вообще, как вам двигаться дальше и куда вам двигаться дальше. Для кого-то из вас это будет период, скажем так, как затишье перед бурей, когда надо немножко осмыслить и переосмыслить в целом свою жизнь, свои ценности, прописать какие-то новые планы, желания на дальнейшую жизнь, то есть в целом подумать, куда вы хотите идти и, собственно, какие новые планы и цели вы планируете реализовывать. Как вариант, если уже вот к этому моменту вас настигнут какие-то прям сложные жизненные проблемы, они могут вас вот в какой-то степени парализовать. И вы как будто и не понимаете, а что вам надо предпринять, и как будто прячетесь от этих проблем в каком-то уединенном месте, либо внутри себя. И может быть в этот период такое сильное падение жизненной энергии, проблемы со здоровьем, разочарование, падение веры в себя, недовольство собой и окружающими. И в целом могут происходить разного рода неожиданные события. Может вас будет кто-то подсиживать, может быть плести интриги, распространять слухи, чтобы испортить опять же вашу репутацию, либо кто-то может вымогать из вас деньги. То есть это время, когда на самом деле надо сделать небольшую паузу и выдохнуть. И как раз, как мы с вами говорили по Сатурну, это будет время, чтобы покопаться в себе, исследовать свой мир, причины возникновения проблем в вашей жизни и, возможно, даже заняться изучением астрологии, психологии, либо сходить на консультацию к помогающим практикам, да, и обратиться к ним за помощью. Либо в этот период кто-то из вас может даже уйти в декрет. Кто-то может перевести свой проект в онлайн-работу и работу с иностранцами, посредством сети интернет, да, и вам снова потребуется копать вглубь и, скажем так, изучать новую для себя сферу, новую отрасль, и так далее, чтобы сделать качественный проект. Кому-то захочется на постоянной основе в свою жизнь внедрить такие успокаивающие практики, и вы можете даже практиковать вот йогу, медитации, какие-то ретриты и так далее, все, что успокаивает наш ум. Кто-то будет более досконально изучать свой внутренний мир, кто-то займется творчеством, музыкой, рисованием, там, фото и видеосъемкой, то есть чем-то, что тоже успокаивает, приносит удовольствие, такое удовлетворение и так далее. И на самом деле в этот период не ругайте себя, если что-то идет не по вашему плану. В этот период все-таки важно выстраивать именно гармоничный распорядок дня и находить баланс между трудом и отдыхом. То есть это такая своеобразная передышка, когда силы нужно не только восстановить, но еще и научиться правильно распределять их в будущем. И помните, именно в тишине рождаются великие идеи. И, возможно, вы даже захотите уехать куда-то на какое-то время от вот этой суеты подальше, чтобы восстановить себя. Задумывались ли вы когда-нибудь, почему в одном месте вы чувствуете себя на вершине мира, а в другом все идет наперекосяк? А ответ на этот вопрос дает астрокартография. Астрокартография — это не просто тренд, а уникальный инструмент, который показывает, а где на нашей планете звезды благоволят тебе больше всего. Хочешь узнать, где тебя ждет настоящий прорыв в карьере? Или в каком городе ты встретишь свою любовь? Мой мастер-класс по астрокартографии откроет тебе секреты, которые изменят твою жизнь. Ты узнаешь, как определенные географические точки могут разблокировать твой потенциал и дать новые возможности. Поэтому переезд или просто поездка в новый город, отпуск или путешествие могут стать судьбоносными, если знать,
куда направиться. И если ты готов к приключению, приходи ко мне на мастер-класс и открой для себя тайны астрокартографии. Вся информация по ссылке в описании под видео. А теперь давайте поговорим о положении Раху и Кету, потому что Раху и Кету — это наши с вами кармические точки, которые также оказывают важное влияние на нашу жизнь. И до 29 мая 2025 года Раху находится у вас в 8-м доме гороскопа, Кету во 2-м доме гороскопа. Кету во 2-м доме указывает, что вам все-таки необходимо навести порядок в правильном распоряжении своими ресурсами. Причем как материальными, так и нематериальными. То есть вам надо разобраться со всеми своими бытовыми делами и понять, на что вы тратите свою силу, энергию, время, и решительно вычеркнуть все ненужное из своей жизни, провести генеральную уборку. То есть это по сути как организовать рабочий день по часам. И вам четко надо понимать, на какую задачу, сколько времени вы тратите, иначе это просто будет у вас в жизни состояние многозадачности, в которой вы просто потеряетесь. Поэтому в идеале все-таки необходимо внедрить в свою жизнь такую систему постановки задач по смарту, чтобы быть наиболее эффективным и действительно тратить свое время только на те задачи, которые будут приводить вас к успеху, а не распыляться вот по мелочам. И каждую задачу надо научиться планировать по шагам, выполняя которые вы тоже будете достигать поставленных перед собой целей. Параллельно с этим важно навести порядок в своих финансах. И уже вот не в первый раз в нашем разговоре, опять же, мы поднимаем важность вот этой темы. То есть, соответственно, ведение учета доходов и расходов — это по сути не просто какая-то полезная привычка, либо там громкие слова, это своего рода для вас броня от непредвиденных ситуаций. И если вы планируете куда-то вкладывать деньги, вам важно качественно изучить эти направления, да, рассчитывать все. То есть не пускать на самотек, потому что есть риск нарваться на мошенников, либо кто-то из вашего круга, опять же, может вас как-то обмануть, кинуть на деньги, что тоже в последующем вызовет конфликт с этим человеком. И мы с вами также говорили, что у вас могут быть какие-то тайные приходы денег, которые вы не будете декларировать, либо вы не будете как-то афишировать, но у себя все-таки в каких-то там таблицах, ежедневниках, в тетрадке на 96 листов, пожалуйста, зафиксируйте эти схемы получения и распоряжения этими деньгами, да, то есть вы все-таки сами должны качественно понимать, откуда у вас были приходы и расходы, как эту схемку друг с другом сопоставить, чтобы выкрутиться правильно, если вдруг за эти деньги с вас просят. И также могут подниматься какие-то вопросы либо проблемы в вашей родительской семье, когда вот необходимо навести порядок как в доме, так и в отношениях с родителями, заключить даже, возможно, какие-то договоренности, например, там по совместному ведению дел, либо вам наоборот надо как-то будет расставить свои личные границы со своими родителями. Или это, опять же, могут быть ситуации, связанные с заботой о родителях. Либо вам придется решать какие-то имущественные споры, либо согласовывать как-то с ними свои планы и так далее. А вот рост и развитие вас ждет в теме 8-го дома, где стоит Раху. И это в первую очередь инвестиции и распоряжение чужими деньгами. То есть вполне вероятно, что судьба может свести вас с серьезным человеком, влиянием которого можно будет воспользоваться для реализации своих идей. И, возможно, вы обратитесь к нему за поддержкой своего проекта, либо наоборот, сначала вы найдете нужный источник финансирования, либо будете выбирать, скажем так, из нескольких и искать их, и затем целенаправленно выстроите отношения вот с этим человеком, да, чтобы у вас присутствовал долгосрочный взаимный интерес. Однако 8-й дом — это не только про возможности, но и про определенные риски, какие-то экстремальные ситуации, когда вы как будто ходите по острию ножа. То есть жизнь может вас ставить в такие ситуации, когда придется делать непростой выбор. Либо пан, либо пропал. И вот, например, даже какие-то ваши недоброжелатели, конкуренты тоже могут каким-то образом подсуетиться, поставить вас
некомфортное положение, которое будет вызывать стресс. И, возможно, кто-то даже из вас начнет увлекаться, опять же, какими-то историческими направлениями, либо духовными практиками, искать ответы на свои вопросы с помощью эзотерических направлений, ну, либо в целом какими-то иными способами. Кроме того, имеется большая вероятность поездок, причем это могут быть поездки за границу, это могут быть не просто даже туры в какую-то соседнюю страну, это могут быть достаточно длительные путешествия на большие расстояния, либо на более длительное пребывание по времени вот в этих других странах. Вы также можете решать разного рода вопросы с недвижимостью из серии арендовать, сдать, приобрести. Либо кто-то может получить наследство, либо какие-то иные страховые выплаты. А затем с 29 мая 2025 года по 25 ноября 2026 года Раху будет находиться в 7-м доме вашего гороскопа, а Кету в 1-м. И получается, это еще одно указание на то, чтобы разобраться с собой и с тем вообще, что происходит внутри вас, да, кто вы, что вы. И особенно трансформирующим периодом будет тот кусочек с 18 ноября по 5 декабря, когда и Юпитер будет параллельно в Раке. Ведь по сути все у нас начинается с головы. И от вашей самооценки и понимания собственной ценности зависит многое. Но тем не менее вы будете сталкиваться с тем, что окружающие будут обесценивать ваш труд. То есть вы как бы работаете, выкладываетесь на полную, но вместо благодарности в лучшем случае это будет просто тишина. Ну типа так и должно быть. И вы можете даже в какой-то степени почувствовать себя неудачником. Но важно помнить, что это всего лишь внешний шум, который на самом деле-то не определяет вашу истинную ценность. И у некоторых из вас будет присутствовать такое ощущение, как чужой среди своих. Поэтому жизнь на самом деле будет подталкивать вас к тому, чтобы абстрагироваться от вот этого внешнего мира, от вот этой социальной активности, даже когда вы в нем реально пребываете, ну и как бы вам надо определить, как с вами поступать можно, как с вами поступать нельзя, выстраивать свои личные границы и правила поведения в вашем присутствии. Но при этом это не должно быть как-то очень пафосно, эгоистично, надменно. И также Кету обращает внимание на тему вашего здоровья. Это еще один звоночек, который говорит, что обрати внимание, пройди обследование, займись своим здоровьем, займись своим питанием и так далее. И вот только когда вы наведете, скажем так, порядок в своей голове, определите вообще свою позицию в этой жизни, определите свою позицию профессиональной деятельности, что вам надо, куда вам надо, тогда вы можете уже переходить в новый опыт по выстраиванию качественных и долгосрочных отношений с другими людьми. И для кого-то это будет опыт в рамках личной жизни, для кого-то это будет опыт в рамках бизнес-партнерства. И тут на самом деле самое главное правило — не надевать розовые очки, не придумывать своим партнерам какие-то атрибуты, которых на самом деле у них нет, не существует. Не сотворите себе кумира и не возводите вот этих партнеров на пьедестал, потому что будут ситуации, когда в какой-то степени вы будете пребывать в иллюзии этого партнерства. И вот эта иллюзия, она может касаться, прям абсолютно любого человека в вашей жизни. То есть от сотрудника, которого вы, например, нанимаете, чтобы он помогал вам по дому, да, либо просто нанимаете на работу, и до человека, с которым вы хотите построить свою семью. И без четкого понимания своих границ, правил, конечно же, такие отношения обречены на разочарование. С другой стороны, для многих из вас транзит Раху по 7-му дому станет настоящей площадкой для роста. Это может быть приток новых клиентов, увеличение числа единомышленников, почитателей тех идей, которые вы продвигаете в массы. И поскольку Раху также аспектирует дополнительно 3-й дом вашего гороскопа, это еще раз нам дополнительно намекает, что ваши усилия, вложенные в развитие экспертности, в развитие своего проекта и куда вы еще их будете вкладывать, могут действительно принести хорошие плоды через продвижение в социальных сетях, через сайты, приложения, блоги, какие-то
онлайн-платформы и так далее. То есть можно ожидать и рост аудитории, и появления преданных поклонников, единомышленников, которые готовы поддерживать ваши начинания. Однако помните, что популярность и люди вокруг вас могут действительно запудрить вам мозг. И как мы говорили ранее в видео, что вы можете пребывать в иллюзии того, что отношения либо там с клиентами, с коллегами у вас формируются такие крепкие, искренние, классные, но на самом деле некоторые могут лишь просто умело использовать вас в своих интересах. Ну и еще одна тема, которую тоже поднимает Раху, это, конечно же, тема заработка, которая, согласитесь, волнует практически каждого. И Раху, который аспектирует 11-й дом вашего гороскопа, также указывает, что у вас действительно могут появляться какие-то дополнительные заработки, и в том числе у вас прям будет огромное желание зарабатывать гораздо больше, чем вы зарабатываете сейчас. Причем, опять же, интернет и социальные сети могут стать вашим главным инструментом. Но помните, пожалуйста, про те предостережения, о которых я говорила ранее, да? Чтобы не потерять свои заработки и не накликать беду в виде штрафных санкций. И давайте перейдем к рассмотрению ретроградности планет. То есть это такие специальные периоды, когда планеты замедляют выполнение своих функций и обещаний, чтобы немножко вернуть нас назад, для того, чтобы мы пересмотрели свой опыт и исправили необходимые ошибки. То есть ретроградные планеты возвращают нас именно к старым задачам, чтобы мы навели порядок. И, собственно, на слайде вы видите у нас периоды ретроградности Сатурна и Юпитера. То есть в эти даты они будут тормозить, скажем так, свои процессы именно по тем темам и по тем обещаниям, которые мы с вами обсуждали в этом видео, когда составляли прогноз по этим планетам. Но опять же, кому-то придется возвращаться в решение неприятных ситуаций и решать их по-другому. И ретроградный Сатурн, он заставляет переоценить структуру, правила игры. То есть он заставляет посмотреть своим страхом в лицо и исправить то, что вы боялись, либо пойти и сделать шаг туда, где вас тоже ждет новый рост, где необходимо выработать новую стратегию действий. Также Сатурн учит нас быть очень терпеливыми, выносливыми, правильно давать оценку своему пути, своим ресурсам, времени, которое используется для достижения целей. Ретроградный Юпитер — это немного другая энергия, потому что Юпитер заставляет нас в глобальном плане пересмотреть свои цели, убеждения, принципы, ценности. То, что мы, собственно, уже и обсуждали, когда делали прогноз для вас по Юпитеру. То есть он словно философ, который тоже заставляет пересмотреть эти цели, понять, какие смыслы за ними стоят, и кто-то, возможно, из вас даже поменяет свои цели и идеи и примет новый жизненный путь. Также вы видите на слайде период ретроградности Марса, то есть мы его как раз-таки сейчас с вами проживаем. Это то время, когда стоит немножко замедлиться, задуматься о том, куда мы тратим свою энергию, куда мы ее направляем и какая вообще есть тактика наших действий. То есть Марс отвечает у нас за действия, инициативу, конкурентоспособность, борьбу и так далее, за достижения. И могут происходить как раз-таки сейчас конфликты, какие-то задержки, все идет сикость-накость. И тут мы должны пересмотреть целевую тактику своих действий и понять, а почему мы это вообще делаем, почему мы делаем это именно таким способом, а каким способом надо делать по-другому. Также вы видите период ретроградности Венеры, то есть это планета любви, красоты, творчества и материального благополучия. И, конечно же, Венера заставляет нас немножко помечтать и подумать, какие ценности нужны и важны нам в отношениях с другими людьми, а какие они, те самые идеальные отношения. И это время для переоценки, для исправления ошибок во взаимодействии с другими людьми, для решения каких-то незакрытых вопросов. И это как раз-таки тот самый популярный период, когда возвращаются все бывшие. И у кого-то заново могут возникнуть старые чувства, но нужны ли вам эти отношения, нужны ли вам эти контакты, либо пришло время поставить жирную точку. Этот период не самый удачный для построения новых отношений, потому что они закончатся так же быстро, как и начались. Но зато прекрасное время, чтобы подумать, а что же ценно вам, и поработать над своими существующими отношениями, чтобы их улучшить. Также вы видите на слайде, когда Меркурий у нас
становится тоже ретроградным, потому что это самый известный герой нашей ретроградности, вообще всея ретроградности, и, собственно, его ретроградность, как правило, наступает 3 раза в год. Меркурий у нас отвечает за коммуникацию, интеллект, информацию, технологии. И когда он становится ретроградным, возникает везде сбои. Все свои косяки люди обычно валят именно на ретроградный Меркурий. Письма теряются, техника ломается, все выходит из строя, интернет не работает, планы все рушатся и так далее. И вот в период ретроградного Меркурия важно всю информацию перепроверять по 10 раз, переуточнять договоренности, правильно ли вы друг друга с партнером там услышали, перепроверять все документы, которые вы оформляете, подписываете. То есть все перепроверять и, естественно, начинать какие-то новые проекты, подписывать документы, путешествовать куда-то и так далее не рекомендуется. Все откатится назад, будут сбои в расписании и так далее. Вот. Трудоустраиваться на работу тоже в этот период не надо, потому что сотрудничество не будет долгосрочным. Но более детально эту информацию мы с вами еще раз проговорим в видео с астропрогнозами на месяц. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не потерять полезную астрологическую информацию. А мы с вами идем далее и переходим к теме затмений. Я думаю, вы на просторах интернета тоже не раз слышали, как астрологи обычно страшат этими коридорами затмений. На самом деле бояться их не стоит, и в 2025 году у нас с вами будет 2 коридора затмений. Одно весеннее, второе осеннее. Длится коридор затмений, как правило, ровненько 2 недели. И это своего рода проверка и экзамен, а в том ли направлении вы двигаетесь, выполняете ли вы те задачи и проходите ли вы тот опыт, который мы с вами уже обсудили в этом видео. И если не выполняете, еще раз, пожалуйста, посмотрите видео про Сатурна, Юпитера, Раху и Кету, чтобы понять, что вам надо делать, да. Ну и как бы если вы не делаете это добросовестно, если вы не делаете это самостоятельно, то, соответственно, внешними обстоятельствами Вселенная будет вас направлять. Но вернемся к нашим затмениям 2025 года. Весной коридор открывает лунное затмение 14 марта в знаке Льва, закрывает коридор солнечное затмение 29 марта в знаке Рыб, а осенний коридор затмений открывает лунное 7 сентября, но уже в знаке Водолея, закрывает его солнечное затмение 21 сентября, но уже в знаке Девы. Обязательно пометьте себе эти даты, потому что на самом деле я тоже рекомендую ничего супер важного в эти даты не планировать. То есть из серии каких-то там супер важных событий, важных покупок, важных поездок. Все, что для вас супер важно, не планируем и не делаем. Причем возьмите дополнительный диапазон 3 дня до и 3 дня после. И так как это будет, у некоторых это может быть очень эмоциональный период, старайтесь держать себя в руках и не поддаваться на провокации от других людей и от тех жизненных обстоятельств, которые могут происходить в вашей жизни. И теперь мы с вами переходим к разбору ключевых сфер жизни, то есть это личная жизнь, здоровье, карьера, статус, деньги. И мы с вами посмотрим, в какие даты для вас есть все-таки тенденция взлета и благополучия, в какие даты стоит быть более аккуратными. Но обращаю ваше внимание, что это все-таки общие тенденции, и у каждого из вас ситуация будет складываться по-своему. То есть опять же, ваш личный гороскоп, он может либо ослабить влияние этих тенденций, либо наоборот, подтвердить их неизбежность. Итак, личная жизнь, то есть вы у нас видите 2 блока, один из них процветание, то есть это и так понятно, что максимально благоприятные периоды, когда в отношениях у вас все формируется гладко, можно получать радость от взаимоотношений с партнером, какие-то плюшки от партнера. Для тех, кто находится в поиске второй половинки, то есть в эти периоды тоже возможны какие-то новые знакомства, которые могут перерасти в серьезные отношения.
Возможно, кто-то решит узаконить свои отношения, сделает предложение своей второй половинке. Это периоды романтики, наслаждения, либо каких-то иных важных событий по теме личной жизни. И во втором блоке вы видите даты, когда может произойти разлука с партнером. Например, кто-то из вас может внезапно отправиться в поездку, в командировку, либо в жизни вашего партнера, супруга, супруги может произойти какая-то неприятная стрессовая ситуация. И в этот период важно проявлять заботу, поддержать своего близкого, избегать вот тех конфликтов и провокаций, которые будут создаваться внешними обстоятельствами, чтобы сохранить свои отношения. Далее мы переходим к теме здоровья. То есть вы опять же видите периоды, когда необходимо пройти обследование и чекап организма. То есть этот период также может указывать на снижение активности в повседневной жизни, когда, собственно, более благоприятно сберегать немножко энергию и посвятить время себе, своему самочувствию, своим интересам. Далее, лечение — это наиболее вероятные даты, когда у кого-то из вас могут обостриться заболевания и понадобится медикаментозное лечение. Кто-то может сходить для профилактики к врачу, посетить медицинские учреждения, либо пропить курс витаминов. И есть еще один у нас потенциально сложный период, когда возможны разные стрессовые ситуации, ухудшение морального состояния, эмоциональные сбои, могут происходить какие-то неожиданные события, которые повергнут вас в шок. То есть может происходить все, что угодно, вплоть до травматизации. И в этот период все-таки тоже стоит быть очень аккуратными. Далее мы переходим к теме карьеры и социального статуса. И здесь прошу заметить, что речь идет не только о профессиональной деятельности, но и каких-то о социально значимых показателях вашей жизни. Это может быть что угодно. Оформление каких-то важных документов, получение вида на жительство, гражданство, брака, развода, другие достижения, которые могут влиять на ваш статус в целом в обществе. И, собственно, на слайде есть у нас наиболее благоприятное время для роста и процветания. То есть в этот период можно просить, например, повышение на работе, трудоустраиваться в целом на новую работу, запускать бизнес, оформлять важные документы, где-то себя регистрировать и так далее. И второй раздел — это более напряженные периоды, когда прям внешние обстоятельства, либо люди вокруг вас могут как-то вам пакостить немножко, и будут происходить своего рода какие-то задержки, конфликты, споры, выяснения обстоятельства. Это может происходить и на работе, и в каких-то там государственных структурах. У кого-то может произойти увольнение, проверка, там проблемы с оформлением каких-то документов, проблемы с оформлением, проблемы с легализацией и иные вопросы, которые угрожают вашему статусу и репутации. И теперь мы с вами переходим к еще одному важному слайду. Это, конечно же, у нас тема финансов. Деньги у нас в гороскопе не взаимосвязаны с занимаемой должностью, то есть они могут приходить по своему расписанию и уходить также по нему. Давайте посмотрим это собственное расписание. И на слайде вы видите даты, которые указывают у нас на периоды финансового роста и процветания. То есть это те моменты, когда, по сути, для вас открыт зеленый коридор, чтобы появился какой-то дополнительный доход. Причем он может появляться из абсолютно разных источников. Кто-то что-то может продать выгодно, кто-то может получить премию, кому-то повысят зарплату, кому-то помогут друзья, выплатят долг, кто-то устроится на подработку, у кого-то увеличится выручка в бизнесе и так далее. А вот в разделе потери и траты вы также видите периоды, когда стоит быть наиболее внимательным к своим тратам и к своим финансам. Если у вас есть запланированные покупки, либо иное вложение денег в этот период, все здорово. Но если вы не планируете куда-то вкладывать или что-то покупать, в этот период будут спонтанные и, возможно, даже не всегда приятные траты, когда придется за что-то вынужденно заплатить, или, скажем так, вы можете недополучить финансы в этот период времени. Друзья, таким у нас получился прогноз для львов на 2025 год.
Обязательно приходите ко мне в школу астрологии Орион на обучение, потому что лучше, чем вы сами, ваш гороскоп никто не разберет. И, конечно, подписывайтесь на канал и поделитесь этим видео со своими друзьями и близкими. А с вами была Саша Ващилко, и до новых встреч!